Okay, so, привет всем. Это мой студент, его зовут Илай. Он учился у меня сколько лет назад? Много-много лет назад. 8 лет Нет, назад. 6, почти 7. Мгм. Да, и он уже хорошо говорит по-русски, но он сейчас подготавливается к экзамену и интервью. И мы с ним делаем большой, быстрый обзор грамматики, чтобы он чувствовал себя готовым к этому экзамену. Так, сегодня мы говорим о предложном падеже. Okay? Вот у нас ход урока. Цели на сегодняшний урок– это speaking warm-up. Да? Не надо здесь говорить очень сложные слова. Здесь просто говори о том, как говорить, чтобы тебе было приятно, тебе было комфортно. Если ты не знаешь, как будет одно слово на русском, не надо говорить, потому что это разминка, a warm-up, да? Это Хорошо. разминка, разговорная разминка. Так, потом мы пройдем prepositional case, все, что ты знаешь о предложенном падеже, all of the different endings and the declensions, and then we're going to talk about some of those ones that get the irregular "u." Again, because a lot of this, like you knew this at one point, so we're Влезу really, на полу, да. yep. So we're just going to try and like recall as many of those as you can. Then we're going to work on verbs that need the prepositional case. And phrases, and these are called словосочетания, like word combinations. Okay. And then we're really going to practice on not Englishizing Russians, which is what a lot of Americans do, especially if they've lived in Russia and they became fluent Yeah. over there and they survived. Well, they're Englishizing Russian. They're not actually phrasing things in authentic, natural ways. So we're going to really try and break you from some of those habits. Okay? Okay. Так, хорошо. Разминка. Разговорная разминка. Расскажи немного о самых интересных или красивых, или ужасных местах или городах, в которые ты бывал. Хорошо. Я жил в Кемерово. Там было не очень красивое место. На самом деле было очень серое небо. Есть там coal mine. Не Забыл, говори как сказать. слова, которые ты не знаешь, как сказать. Если ты не знаешь, как сказать по-английски, лучше не надо говорить об этом. Хорошо. Потому что мы сейчас подготавливаемся к интервью. Когда у тебя будет интервью, будет очень некрасиво, очень плохо спросить у человека: извините, вы знаете, как будет по-русски? Да, Ага. это непрофессионально, это некрасиво будет. Поэтому мы используем сейчас только те слова, которые мы знаем. Хорошо. Но мне очень нравится Кемерово. Наверное, было... Там я жил 6 месяцев, и после этого я жил в Томске. Там очень красивый город. Есть... Есть такой... достопримечательности там, я забыл, как сказать. Думаю, что это называется Белое озеро. Есть такое место, где люди гуляют на улице там, и они собираемся вместе. Мне очень нравится этот город. Есть такой, не, думаю, Енисей там был также. И тоже в Красноярске есть Енисей там. Но красивый город. Есть много достопримечательностей. Достопримечательностей. Там. После этого я жил в Красноярске. Это большой город. Есть почти 1 миллион человек, людей там живут. Есть там также очень красивый город. Есть Енисей. Это река, да? Yes, да. И вы в ней плавали когда-нибудь? Там? Да, в реке. Нет. Можно плавать? Нет, не можно. В реке. Ага. Нельзя? Почему? Нельзя, да.
Но есть мост там, Мгм. был очень красивый мост. Мы часто ездили в машине на мосте. Мгм. Как он сказал. И после этого я жил в Новосибирске. Есть такой маленький город, недалеко от Новосибирска, называется Снегири. Хм. Да, там я жил. Это когда я жил там, было очень маленький, немного людей там жили. Также было один магазин и все. М. По всему Это городу. деревня? И все. Но, конечно, я путешествовал в других городах. Бердск и Академгородок. Есть много университетов там в Бердске и Академгородоке. Но все. Все эти города я жил, и я видел. Я видел Так, это в России, да? в А, России. так, быстренько я скажу одну вещь. Мгм. So I'm not correcting him because I just want him to just get into the groove of speaking Russian, right? Because if I'm constantly stopping him, he's not going to feel comfortable really speaking. So you're not going to hear me stopping him constantly and correcting him. Мне интересно, в каких штатах в США ты был? Потому что ты говорил только о России. Мне интересно, вообще по всему миру, в каких, Да, есть много, на местах? самом деле, в Мгм. Айдахе, в Юте, в Неваде, также в Калифорнии, в Кентаки, никогда не был в Техасе. Это смешно, Мгм. потому что это большая штата, да, но я там не был. А, я также путешествовал в Канаде немного раз. Моя сестра, она живет там. Я там был много раз. Мгм. А, в в в Мехико там был один В раз. Мексике? В Мексике, да, это Мгм. это лучше. И что еще? В Ohio там Мгм. В был. Огайо. По-русски в Огайо. Ohio. Так, Да. ага, очень хорошо. Мне интересно, как вы думаете, если у вас, я знаю, что у тебя 4 детей, Мгм. да, как и у меня. Как ты думаешь, лучше жить в больших городах с детьми или маленьких городах? Или, может быть, в пригородах, в деревнях? Где лучше воспитывать детей? Но моя жена, она растила на ферме. И М, мне нравится это маленький город. Мне нравится жить без без соседов. соседей. Ага, Ам, ам, но сейчас мы живем в Мейплтоне. Это не большой город, но это рядом с Прово и также рядом с Spanish Fork. То есть это между большими городами, да. так. Ам, но я хотел бы жить с маленьким В городе, маленьком городе? в маленьком городе, да. Мгм. Ам, потому что это медленная жизнь. Это Мгм. можно просто читать на улице, играем в баскетбол на улице, но где я живу, это невозможность для моих детей играть на улице. Невозможность. Есть много машинов, каждый день на улице. И просто но мы живем на очень занятой улице. То есть невозможно на детей ам, велосипед. Правильно сказать, Да, велосипед, но кататься на велосипеде. катать это, да. Да, ты сам где вырос? В каком городе? Маленьком или В, большом? в большом, в American Fork, Ага, так, это в среднем. Это город среднего, да. населения, я бы сказала. Но, Окей, по-моему, это большой город.
Да, по сравнению с другими городами. Okay, хорошо. So real quick, I just want to point out, notice how I took you from something very concrete, which is where have you been? What have you done? Right? Yeah. Which is very intermediate level, to something more advanced, which is talking about more abstract things. What's better? What advice can you give? Right? So that's more advanced. I would say that's kind of what you would probably want to expect on your interview. They'll start out with whatever your personal experiences, then they're going to start asking your opinions about things. Okay. So let's now get into grammar. Okay. So let's start doing some grammar. Okay. So we start with предложенный падеж because I feel like it's the most straightforward of all the cases. It's the, I mean, obviously nominative, but предложенный падеж is very straightforward. It's like, I feel like. So when do you remember that we need, what are the times we need prepositional case? Obviously, when you're at a place or in a location, and certain times when you're talking about time, when you're talking about someone, and then there's certain prepositions that you use as well. В, на. Okay, so remind me, which prepositions? Какие предлоги требуют? В, in, на, on, о, about. На, о. Еще один маленький, который не очень часто употребляется, это при. При, да, при. Мы поговорим об этом потом. Окей, хорошо, тогда, то есть ты помнишь, когда нужен предложенный падеж. Это хорошо. Следующий, давайте сейчас попрактикуем окончание. Так, то есть давай сейчас раскроем эти скобки, то есть как будет эта фраза? Сейчас переведи, да? Да, надо. В этом городе. Очень хорошо. И это все. So I'm putting this all in notes, so you can go back to it later and like look at the slide and practice, and then have the answer key down below. So I'm not putting the answer key right on the slide for you. Sweet, да. Так, хорошо. В этом городе. В американских президентах. Well, we've got an about, and a little thing is going to change here. See if you can remember what. Because say that to yourself. О американских президентах. That doesn't roll off the tongue very well, does it? Yeah, but I still thought it was right. Okay. So we're going to put in a little ab. Oh, ab, да. Ab американских. Ab американских, because the vowel. Yeah, that makes sense. What's going to happen to президенты? What's that plural ending in prepositional case? Президентах. Молодец, очень хорошо. Я, например, я люблю читать об американских президентах. Окей, следующий. Моя новая работа. На мой новой работе. Интересно, моя. Моей. Молодец, очень хорошо. Новой работе. Новой работе. И как переводится эта фраза? В смысле? Как? Ну, как переводится эта фраза? Я не могу говорить, я сейчас на моей новой работе. How would you translate that? Like I'm at work. Like I'm at my new job. Да, очень хорошо. Следующий. В which year? In which year? Actually, I have a question about it. Is it в каких году? Okay, so какой, what happens to our masculine endings? We just saw it modeled for us up here in этом. So в каком году? В каком году. And then году is one of our irregulars, which we're going to talk about a little bit more. В каком году? Например, скажи, в каком году ты родился? В 1995 году. Пятом году. Same masculine ending there. Пятом. And good job. You only declined the last number. That's perfect. Yep. That's what we do with those ordinal numbers. Очень хорошо. And then при, which means in the time of somebody. При Петром.
Nope. Великий. He's going to just decline like a regular noun. He's going to just decline like a regular noun. What happens to our masculine nouns? They What do they get on the end? They get a Петре. ye, pri, Petre, Петре. and then великий is going to behave like a masculine adjective, which we've done a couple of times. Великом, очень хорошо, при Петре Великом. Очень хорошо. Например, Петербург, Санкт-Петербург строился при Петре Великом. Да? Да. И еще, конечно, при Екатерине Великой и так далее. Вот. Okay, so feminine, masculine endings, adjective's going to have an and then some sort of ye on the end, right? Plurals, you got that one right. You did great. Ich and then ach. Feminine, we're going to have an oi or a ye in the adjective and then a ye. Unless it ends in an iya, in which case, what? Think about Russia, in Russia. Just I. В России. Очень хорошо. Then we've got a masculine again here, and we're going to talk about these irregular nouns. The only other one that didn't get addressed here is a neuter, right? So how would you say, like, I live in an old building? Я живу в старшой здании. No, здание is a neuter. Yeah, so it still goes to zdaný. Nope, it behaves like a masculine. Oh, you're right. So it does go to EE, but the key is the adjective behaves like a masculine. Старшим. Старым. Старшим means older. Zdaný. So there's a старом здании. Я живу в старом здании. Молодец. Окей, следующий слайд. Теперь. Вот. Okay, so this is a thing I am guilty of neglecting as a teacher, are the declension of like these weird little words, like the местоимения, the pronouns you, her, right? I sometimes forget to drill these with my students. Then words like кто, remember кто and что have to decline as well, right? And then these little things like about each other. Yeah, those ones are tricky to form. And then things like everything. Okay, so let's go ahead and try it. So you want me to just переводить that? Yep. No, не надо переводить, надо раскрыть скобки. So like take the parentheses away and make this a full sentence. So in order to make it a full sentence, you're going to have to apply some grammar to it. Yeah. Like treat it like you're doing a math problem. You got to get rid of those parentheses. So вы говорите о себе? About me. About me. О мне. Close. This is a really irregular, weird one that goes like this. Aba мне. Oh, that is just. Every once in a while, you'll get those aba, especially if there's a consonant cluster. That doesn't happen all the time, but it's just left over from the old language. Aba мне. Aba мне. Aba мне. Так, очень хорошо. Я волнуюсь о... Тебе. Тебе, молодец, очень хорошо. Это моя сумка. In her is everything. В ней. Ага, в ней. Все, что мне нужно. Следующий. Это ваш новый студент. Что вы знаете? О нем. Молодец, очень хорошо. Что вы знаете о нем? Okay, this next one. What do we do to the word кто in prepositional case? На ком? Молодец, отлично. На ком женился Путин? Не Путин, Пушкин. Пушкин. Он женился Пушкин. Okay, next one. Ooh, this one's gonna be tricky. Yeah. Они часто спрашивают об друг друге? Close. The preposition goes in between the two. Друг. Друг о друге. Друг о друге. Они спрашивают друг о друге. Друг о друге. Вот, очень хорошо. Это мои новые туфли. In them трудно ходить. В них? В них, молодец, очень хорошо. And then he loves to read about everything. About everything. Всех. That means about everyone.
I don't know. Okay, so обо всем. Oh, обо всем, да. Обо всем. And there's another example where we're getting that обо for Обо всем. обо всем. Versus о всех means about everybody, right? Okay, хорошо, good. So that's the kind of thing you probably haven't had to think about for a while. Okay, Yeah. so real quick, off the top of your head, let's see how many of these we can think of. This will be fun. Gold, году, В году, лес, лесу, в лесу, на полу, на полу, на льду. Ice. молодец, на льду. On the ice. А ты когда-нибудь падал на льду, когда ты жил? Да, я тоже. Да, конечно. Я даже, знаешь, я даже потеряла сознание. Я упала на льду и потеряла сознание. Знаешь, как я спала немножко. И бабушка там стояла, когда я проснулась, бабушка там стояла, она говорит: девушка, ты в порядке, все хорошо, да? Вот это было очень страшно. Да, окей, хорошо. На льду еще какие примеры? На берегу. На берегу, молодец. В аэропорту. Супер. Аэропорту. Не знаю еще. На носу. На носу, which that has a literal meaning and then a like an idiomatic meaning. Do you know what that On means? the nose, like точно. Нет. На носу значит скоро. Да, скоро. Скоро. Осень на носу. Хэллоуин на носу. It's approaching, it's coming. Да, очень хорошо. Да, окей. Следующий. So how would you say in the mouth? Во рту. Во рту. And then на мосту is another one. На мосту. Еще. Не знаю. В глазу. В шкафу. В шкафу, да. Еще что? Есть много, короче. Есть много. Надо просто запомнить. Да. У нас это был такой урок у нас. Интересно, в Крыму. В Крыму. На краю. Интересно. И так далее. Okay, good. So I just want to make sure you remember all of those. Okay, следующий важный момент, когда мы говорим о предложенном падеже, это предлог в и на. И как они чередуются. Надо знать, в каких контекстах они употребляются. Так, например, Москва. In Moscow. В Москве. В Москве церковь. В церкви. Молодец, очень хорошо. Вечеринка. На вечеринке. Молодец. Почему? Because it's like an activity. It's an event, it's a gathering of people. Очень хорошо. Концерт. На концерте. Молодец, на концерте. Театр. На театре. Yeah, I was going to say, I can't remember this one. It feels like it should be now, but it's... Because think about it, it would have been a building. And a lot of times that was a really beautiful building and you would have gone in the building to watch it, right? So, в театре, метро. В метро. В метро. But what if you want to tell somebody what station you're at? You say, no. Я на станции, так. Да? Юг или север, запад, восток. На юге, на востоке, на севере, на западе. And then that explains why you say я с юга США, я с запада, because those two are opposites. Камчатка. What does Kamchatka mean? You know, Kamchatka is the big, huge, if you look at the map of Russia, it's that big, huge peninsula over by Japan. Oh. And it's really unexplored territory. There used to be gulags out there in Soviet times. So you didn't want to get sent to Kamchatka. You didn't want to have to get sent to Kamchatka. So it's a peninsula. So it's kind of a piece of land that juts out. So I'm going to say na, just like na. Na Kamchatke. And then the country Cuba. В.
Or is it not because it's an island? It's an island. It's an Yeah. island. На На Кубе. Кубе. На Кубе. Same thing with Philippines, на Филиппинах и так далее. Окей, Yep. хорошо. Следующий. Теперь наши словосочетания. Наши словосочетания. Okay, so these are like verbs that, and the reason I focus on these particular verbs is because they're different than what we think they're going to be in English, right? So we say it a certain way in English, and our tendency is to then just be like, oh, Russian must be the exact same thing, Yeah, but it's not, English it. right? Yeah. Okay, хорошо. Первое. Жалеть. Ты помнишь, что значит жалеть? To desire, right? Нет, это желать, the желать. opposite. Ага. Жалеть. Жалеть. Let's look at Regret. some of... Regret. Да, молодец, очень хорошо. Я сделала поиск в Гугле. И смотри, о чем люди жалеют. Скажи мне, о чем люди часто жалеют? Скажи, что ты видишь там в На поиске? Гугле? Да. Of proшлом, of the past, of tattoos. Да, они жалеют о тату. О разводе. О разводе? Интересно. Развод. Что значит? Что такое? Это когда люди женаты, и они... Развелись, да? Ага, развелись. Они развелись. Это развод. Это понятно. Они расставны. О расставании. Расставаны. Такое же. Например, хорошо. like separation. Ага. Вот это очень интересно. Потраченных деньгах. Потраченных деньгах. Что значит потраченных деньгах? Let's say like the... Деньги, которые мы тратили. What we spend our money on. Да. О потраченных деньгах. Yeah. Да. Окей, скажи мне, о чем ты жалеешь? О прошлом? Или, например, это будет тебе смешно, потому что ты тоже поженился в очень молодом возрасте, но иногда я жалею о том, что я очень рано вышла замуж. Я вышла замуж в 23, да? Мне 20. И 20, это вообще шок. В 20 лет жениться, ты же еще маленький, ты же ребенок. Но я жалею, что я не путешествовала больше, что я не наслаждалась свободой, да. Но я жалею о том, что я вышла замуж очень рано, слишком рано. Окей? Еще о чем ты часто жалеешь? Я жалею, что я не изучал русский язык больше в прошлом. Так. Особенно после миссии, после служения. Это возможность узнать больше, изучать больше. Не сделал. Почему? Почему у тебя не было такой возможности или такой... Ну, возможность была, но... Лень. Желание. Тебе лень. Не было желания. Лень, желание значит, было, также не ленивый. знал, почему я не изучал. Так. Это lost, no, is it laziness? Лень. Лень, that's what it is. Да. Лень, это ответ. Лень. Да, вот. Хорошо. О чем ты никогда не жалеешь? На самом деле, это я не жалею за то, что я разженился, когда мне 20 лет было, потому что это моя жена очень точная, она очень, как сказать? Целеустремленная? Да, она помогает мне делать больше, да. Амбиционная, она амбиционная, целеустремленная, like goal-oriented. Yeah, that's it, целеустремленная, yeah. А ты знаешь, как сказать that your wife makes you a better person? No.
I don't know how Так. to say that in English either. I should be better about that. You should say it more often. Okay. То есть я никогда, so this is the kind of thing we want to be able to start saying to get up to that like advanced level, Yeah. is to be like, я никогда не жалею о том, что я очень рано женился, потому что моя жена делала меня или делает меня лучшим человеком. Oh. So she makes Она me делает меня лучшим человеком. лучшим, listen to the case ending there, лучшим человеком. Yeah. Instrumental. Yeah. Мгм. Да, очень Because хорошо. it's the result, right? Instrumental because it's the result of something. Мгм. Да, очень хорошо. Она делает меня лучшим человеком. Молодец, очень хорошо. Окей, следующий глагол. Разбираться. Ты помнишь этот глагол? Разбираться, разобраться, это значит... Я очень люблю этот глагол. Oh, I know this. Is it to accuse? М-м. What is it? Например, я очень хорошо разбираюсь в языках. Очень хорошо. Я понимаю их. Я очень хорошо разбираюсь в языках. Но я ужасно разбираюсь в математике. Ужасно. Никак не могу. Is it to Это like очень трудно. understand? To like To figure out. to make figure out, sense that's what of, it is. To make sense of, to figure Yeah, out. to make sense So, of it. and this, I put this in here because we have an of there in English. Nope, no of in here in Russian. Resist the urge to Englishize this. Okay? So, например, переведи это предложение. Я наконец-то разобрался в предложенном падеже. At the end, I'll understand the... I finally, наконец-то, finally. Yeah, finally, I understand the prepositional case. I figured out the prepositional case. Да? Yeah, I figured out. Так, ты помнишь этот момент на миссии, когда ты жил в России, когда ты наконец-то разобрался в одной вещи в России? Наконец-то разобрался в системе глаголов или системе публичного транспорта, или когда был момент, наконец-то разобрался в этом? Да, когда я жил в Томске, я разобрался автобусы и пути в церковь. Разобрался в пути в церковь? No, мы жили далеко от церкви, и это был кошмар. Ну, конечно, когда я жил в России, у нас не было сотовой. Не было сотовых телефонов? Нет, просто карта была. Как же? У нас была карта, это большая... И там были... я помню это. Мне интересно, есть ли такие сейчас. Но я помню эти телефоны. Мы были на машине, я думал, это прав на машине, но это было наоборот, это было в другом направлении. Направлении, да. Так, то ты наконец-то разобрался в пути в церковь. Да, на самом деле была старшая пара. Они также служили там, и ей, наверное, 60 лет. И они позвонили мне вечером один раз. Они сказали, какая машина нам надо поехать домой. И я сказал их им? Не знаю. Я сказала им? Но просто я сказал им, эта машина, правная машина, они это как через улицу как сказать? Ну, они son of a gun. Anyways, they got on the bus. Они поехали домой, они думали, что они на пути домой, но это не было так, это было наоборот. И 2 часа после этого они позвонили мне и спрашивали, это правильная машина, да? Правильная машина? 2 часа спустя? 2 часа. Это было 9. Бедняжки! 9 вечера они позвонили мне. И я, жалко не чувствовал. Ой, они сели в неправильную машину или сели в Это правильная неправильный машина, но автобус? I was on the other side of the road. В неправильное направление. Да, я поняла. That was horrible. I felt so bad about it. Да. But, we didn't have a phone back then. You could just Google these things,
Да. Я помню, у меня была маленькая карта. Маленькая карта в кармане. Всегда у меня было в кармане. И я часто как смотрела в карту, куда надо идти. Это очень Yeah. старомодно. Сейчас этого нету. Наши Я дети никогда не будут страдать я один этой раз видел проблемой. карту в Москве, это было, метро. Мгм. The metro card there, the maps of it is insane. Мгм. Ой, There's я just люблю. lines crossing everywhere. I was like, "How do you Очень even люблю understand this?" московское метро. Это Да. гениальная система. Окей, хорошо. Следующий глагол — жениться. So this is the one we really Englishize this. I got married to a girl. I hear people use dative case here. I hear people use В accusative чём, case. да? No, Равно no, в no. чём? That would mean like you got married in a certain outfit, wearing a certain outfit. Да, в ком? Извини. Жениться Да. на ком. На ком, да. Ага, ага. Так, хорошо. So read this sentence for me and translate it. Женщинец может жениться на русской, православной, а вот русский православный не чеченке На никогда. чеченке никогда. Что такое чеченец? Это национальность. Не знаю. A Chechen. You know, like Chechnya? I should know Чечня. that. No, Стыдно. Chechnya? Chechnya. It's like the Muslim part of southern Russia. It's like Oh, okay. Yeah. You'll remember it. Like they were kind of, when you were living in Russia, Russia was at war with Chechnya. Oh, really? Yeah, you probably weren't noticing it, but I Yeah. remember noticing it because there were Yeah. terrorist attacks. But Oh, wow. чеченец может жениться на русской православной. So what are they saying there? That A Chechen guy, Chechnya, they can marry Russian pravoslavnies? girl. Like, And see, notice those endings, we know that they're implying a female. yeah, so like Russian Orthodox women. They can, a Chechen can marry Russian Orthodox women, but a Russian Orthodox man couldn't marry a Chechenka. Почему? Из-за религии. Мусульмане. Они мусульмане. Ah. Это очень плохо, когда девушка выходит за не мусульманина. Но мусульмане, мужчины, они могут жениться на ком угодно. Так? Да. Ага. Окей. Теперь расскажи всем, на какой девушке ты женился? Well, let me see. I forgot how to say goal-oriented. Целеустремленная. 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 So now you're going to have to put it into prepositional case. Целеустремленный. Well, so я женился на очень... Надо сказать поженился. Или Да, поженился. Я Так или так. поженился на целеустремленной девушке. Девушки. Также она старше меня. На старшей девушке. Да, полгода. О! И все. Так, 6 месяцев, она мудрее. Ага, наверное. да, точно. Она также, мы встретились в России. Она была миссионерка там. Интересно. Вот. Что То еще? есть, how would you say that I married a girl who also speaks Russian? Я поженился на девушке, которая говорит Молодец. по-русски. Так, ну скажи, ты женился на русской или на американке? Американке. На американке, которая... очень которая хорошо. говорит по-русски, да. Вот, молодец. Следующий. Это более продвинутый глагол. Very fancy, right? This is very abstract. If you can use this, it sounds very, very, very nice. Because нужно and надо, that's very like beginning intermediate Russian. But now you take a verb like this, нуждаться, that's a lot more fancy. That's a lot more advanced. And that's the kind of thing you're going to see in more formal text and more abstract concepts. Is there a perfected form of that? Not that I know of, or not that gets used. Yeah, that like gets used on a very regular basis. Okay, so I did a Google suggestion.
Okay. What are some of the things that дети нуждаются? And then you're going to tell me what you think it means. So, дети нуждаются в любви. Любви. So they need love. Ага. Дети нуждаются в родителях. They need Да, parents. это разумеется. Это правильно, да. Вот это да. Дети нуждаются в помощи. They need help. В помощи. Помощи. Дети, которые нуждаются в помощи. Так. Это то же самое, да? Да, то же самое. Дети нуждаются в усыновлении. Что это такое? What does that mean? Это когда у ребенка нет родителей, но другая семья хочет этого ребенка. Хочет, чтобы этот ребенок жил с ними. Это как adoption, да? Ага. And you see the word сын in there? Ага. Yeah, so it's like making him your son or whatever. And they have a girl version too of it, which is like удочерение. They have a girl version of it too. Okay. Как ты думаешь, в чем нуждается наш мир сейчас? There's even a song about this. В чем нуждается наш мир? В любви, наверное. В любви. It's like the song What the world needs now. Очень хорошо. Еще в чем? В мире также. Да, мир нуждается в мире. Очень хорошо. Good play on words there. Мир нуждается в мире. Так. Я могу сказать, что сейчас мир нуждается в газе. В газе. Европа сейчас сильно нуждается в газе. Большая сейчас проблема с газом. Серьезно? В Европе. Да, ты не смотришь новости? Я стараюсь не смотреть. Это хорошая идея, на самом деле, потому что сейчас очень грустно. Сейчас. Окей, следующий. Это понятно, Да, но это хорошо, потому что падает сильно настроение, когда я смотрю новости. Следующее. Это словосочетание. Okay, so we have, у нас такой глагол обвинять, обвинить, and then a short form adjective, виноват, кто виноват, виновата, виноватый. So обвинять is to accuse someone, right? To accuse somebody of something. And this is why I always drill my students on this, because we think of, okay, I'm going to need genitive case because genitive case needs of. But it's still the prepositional case. You like, I don't even know how to say this in English. Like you, accuse somebody in something is more. Something. And then vinavat, how would you translate that one? Guilty. Guilty. Or to blame. She's guilty. Vinovati, ani vinovati. To blame. Yeah, like, прости, я виноват. It's my fault. Yeah, it's like, it's my fault, but you're to blame. Yep. Okay, so let's read these sentences. Кто виноват в Чернобыльской аварии? So who's to blame in the Chernobylskoy fire? Who's to blame for the Chernobylskoy, not fire, accident? Oh, accident. Очень хорошо. Следующий. Okay. В Бельгии обвиняют американца в хакерской атаке на аэропорт Беларуси. Не Беларуси, Брюсселя. So in Belgium, they're accusing the Americans of how many? I don't see a plural ending on it. Sorry, just the American. Just one American. The female American. No, that's American in genitive. The American man in genitive. Yep. Yeah. I got it. I'm not going to let you blame a woman for this. Okay. For the is that terrorist? Hackerskoy? Hackerskoy? The hacking, like a hacking attack. Oh, the hacking attack. He hacked into something. Oh, okay. This was a long time ago. I remember from 2017. Yeah, in the airport in Belarus. Not Belarus, Brussels. Sorry, in Brussels. I keep saying Belarus, but I remember this too. This was like really sad. Yeah. So good. They're blaming him of for like essentially they're accusing him of the hacker attack. Yeah, the hacking attack. Brussels. Yeah. Brussels. Okay, очень хорошо. Теперь, now I want to teach you some idioms because we want you up on the advanced level speaking, and using idioms sounds really good. It makes you look really good.
in the language. Sure. Okay. So let's see. You're going to read these off the top of your head and just see if like you can kind of figure out what they mean based on context. So go ahead На and try седьмом this one. небе. I'm on seventh heaven. Молодец, очень Is that something хорошо. they say? Yeah, Because that's я a на pretty седьмом common phrase in небе. America too. Yeah. На седьмом I'm on cloud небе. 9. We say cloud 9 too, though. Oh yeah, I guess yeah. Which is This weird. probably I don't know more. where that comes from. На Yep. седьмом небе. На седьмом небе, очень хорошо. Я женился на девушке моей мечты, и я на седьмом небе. Так, how about this one? Как рыба в воде. Fish in the water. What do you think it means? Like a fish in the water. Like it comes natural to you. Молодец, очень хорошо. Он был как рыба в воде. And then, do you know, I'm going to just teach you while we're here. The opposite of this would be, come here. Быть не в своей тарелке. Not be in your own bowl. Oh my god. What do you think that one means? Like it's the opposite. Like he's a fish out of water. Oh, you fish out of water. Exactly. Yep. So they don't have that phrase, the fish out of water, but they do have like, you're not in your own bowl. You're not on your own plate or whatever. No, that's funny. Yeah. So like It's something's funny. out of your skill set. Like it's beyond your, like, you don't feel comfortable doing it. Okay, хорошо. So this is where we're going to avoid Englishisms. So like, if you remember, I had this big chart in the little worksheet that I made of like, especially when it comes to expressions of time, they are not said in the same way as in English. They're just not. And it's just a matter of memorizing how to express these kinds of expressions. Okay. So I'm going to let you make mistakes first, and then we'll go through and dissect them and correct them. Okay. Я работаю в среду, в четверг и в пятницу в эту неделю. Okay. What's the first thing you think about in the morning? Let me think here. Какие вещи они думают утром? Yeah, we could say this in multiple ways. The main thing is we care about morning, right? Yeah, so it's в утром, but I don't know how to translate that sentence. What's the first thing you think about in the morning? Okay. And then there was a storm the day I was born. Whew, it's a bad sign. Willa storm. How do you say storm? Буря. Буря. В тот день я родился. В этот день я родился. В тот. I can't remember. В тот. It's. Anyway. Хорошо. My friend is getting married to a Russian girl in a week. Мой друг поженится. That means he will get married. That's fine. В русской девушке в этом неделе. Так. Or в следующей неделе, лучше сказать. Well, either way. Okay. I was still figuring out Russian grammar at the time. Oh, I need that verb again. And by the way, a lot of times in these, your time phrase will go at the beginning of the sentence. It's just a weird little stylistic thing, but it doesn't really change. Oh, so like, what's the first thing you think about in the morning? You'd say, утром я. Okay. Or like, at that time, I would start the sentence most likely with the at that time phrase. So в этот день я родился было. Yeah. Okay. You can say it like that. Okay. And then I was still figuring out Russian. Is it разобрать? How do you say it, figuring out again? Разбирался. Разбирался. Я еще в это время how do you say that? В это время я еще разбирался русскую грамматику. We need prepositional case. Русской грамматики. Грамматики. At that time. В это время. Okay.
I think it's just accusative, but I'm not sure. Okay. And the last one, we ski in the winter. Мой лыжак. I can't remember ski. Кататься на лыжах. Кататься на лыжах. Мы So, катаемся на лыжах. в зимой мы катаемся на лыжках. Лыжах. На Лыжах. лыжках. Means on spoons. You ride spoons. It feels right when you're skiing. You feel like spoons. Okay, here we go. So you made lots of mistakes, which is good. That's what I wanted. No, I was trying to be perfect. Because you did some. You did your first sentence was perfect. Okay. Oh no, you didn't. Never mind. You had a mistake. But the reason I do this is because English speakers look at these words and we see on and we see at and we see in and we think, okay, prepositional, right? But that's not the case. Okay. So let's go through and now I'm going to have your mistake and then the corrected version underneath. 1 second. Okay. So you got your days of the week right. Days of the week are accusative case, which is why you're saying в среду, в пятницу, в четверг. Четверг doesn't change, right? Okay. This week is a set phrase. На этой неделе. На прошлой неделе. На следующей неделе. Okay. So but that one's good because you actually are getting prepositional case there. Okay. Then the next one you said for mother, or not mother, morning is v. It's just utrem. It's just utrem. You don't need v. Yeah, you don't need. Again, that's us Englishizing Russian. We think, we say in, so they must say in too. Yeah. Wait, I want to take back my one about the wintertime. So it's just utrem. Good. That's what I want you to do. Is I want you to. Okay. So you got this one. Let's do to. There was a storm. So let's start the sentence out with on the day when I was born. В этот день родился была буря. В день. Yeah, you don't have to say этот or tut, do you? В день в день, когда... рождения. You could even say that. You could say that. В день, когда я родился, on the day when I was born, or you could say в день, в который, on what, like, but notice it's accusative case. Yeah. It's accusative case. That's why день isn't changing. Okay. Следующий. So he's getting married to a Russian girl. На русской девушке. And then, I know you know this. I'm going to say this and you're going to be like, oh my gosh, yes. In a week. Через неделю. Через неделю. Очень хорошо. That was dumb. Неделю. That's what I'm saying. So much of the time, like our English comes in and we like make things way more complicated than they need to be. Like, okay. Good. And I'm really proud of you on this one. I remember drilling this with your class. So, в это время я еще не разбирался. Я еще разбирался в русской грамматике в это время. So we have to resist the urge to say в этом времени or whatever. And then the last one, same thing with all of the seasons of the year. They go to Zimой, instrumental. Zimой. So let's do all of the seasons real quick. Zimой. Сейчас. So like, что ты... In fact, let's do this. This will be a good cool down conversation. Что ты обычно делаешь осенью? Какие у тебя традиции или что ты любишь делать осенью? Хорошо. I'm just trying to think in English what I do in the fall. Мы с семьей смотрим футбол. Американский футбол? Да, американский футбол мы смотрим. Мы со семьей смотрим американский футбол. Еще что вы делаете? Иногда мы... Мы идем на горах
Мы поехали. Okay, remember these are verbs of motion, which are brutal, right? You habitually do it. Идем means like we're going there right now. Поедем. Нет, that means we will go by vehicle. Yeah, we will go. Мы ездим. That's how you say that. Мы ездим Мы в ездим. горы. Да. И how would you say, and then we go on hikes? Because hikes are by foot. Мы ездим в горы и Мы едим. Мы идем. ходим Мы ходим. в походы. Ходим Мы в ходим. походы. The verbs of motion are next. That's what we're gonna do Yes, next. yes. We'll get through the cases and then we'll do verbs of motion and verbal aspect, which you're going to probably need for your... Хорошо. А что вы обычно делаете зимой? Мы лежаем на лыжах. Мы катаемся на лыжах. Не на ложках. Это хорошо. Мы катаемся на лыжах в горах. Да, в горах. Мы живем рядом, да. Что еще? Мы играем в снегу. Молодец, we forgot that one. В снегу. Мы играем в снегу. Это Снегурочка, the snowman. Снегурочка is Santa Claus is a little helpful. I forgot this word. It's not Снеговик. Снеговик, I think, is a snowman. Yeah, Снеговик is a snowman. Snowball is I can't remember what it is. It's similar to that, though. Да. Так. Когда вы обычно путешествуете? Летом. Летом. Именно в каком месяце обычно? В июле, в июне, в августе. Очень хорошо. Я работаю. Why is that so hard to say? Я работаю как учителем, да? То есть летом. Я работаю учителем. Я работаю учителем. То есть летом лучше путешествовать. И когда обычно заканчивается учебный год? В конце мая. В конце мая. Очень хорошо. И что вы обычно делаете весной? Весной. Не знаю, что я делаю весной. Например, весной здесь, в Вашингтоне, мы часто гуляем, потому что все деревья они расцветают, и это очень красиво здесь. Весна очень красиво здесь. Да. У меня яблоня. Like an apple tree. Яблоня. Очень красивая весна. И расцветает весной. Весной. Да. Так, очень хорошо. И это последнее. Okay, очень хорошо. So here was just the last little review of some of these. This was from that worksheet that you had years ago of like you don't always use things when you like the way you think you're going to do it. And then also the other one that I remember, I always drill my advanced students is talking about dates, because you do not want to say «Я родился на 8 марта», right? Because that's another tendency. I should have put that in the slide. So yeah, how do you? Yeah, it's genitive, and there's no preposition. You got to resist the urge to put a preposition. Yeah, он родился 5 мая. Мая, правильно, очень. Родился 8 мая. Я родилась 20 декабря, например. Очень хорошо. Okay, so that's everything for this lesson. I'm going to stop the recording and then we will talk about your homework and what to plan for Thursday. Okay? Хорошо, сейчас. Пока всем. Все.